Здравствуй, мой дорогой зритель. Ты знаешь, в чем главная беда современного мира? А она в том, что все окружающие нас люди вдруг стали слишком умными и осознанными. Прям мудрецами. Но при этом почему-то никто не стал нормальным человеком. Серьезно. Раньше, чтобы получить просветление, осознанность, надо было десятки лет сидеть где-то в пещере и питаться кореньями. Или много-много работать и учиться. А теперь достаточно скачать приложение для медитации и купить себе четки на Валберес. И вот ты уже не какой-то там Вася из Мухосранска, а ты это с вами Веданта, который учит всех, как правильно жить. И сегодня я хочу поговорить о том, почему вокруг стало столько много важных индюков, которые либо спорят до хрипоты о своей собственной правоте, либо строят из себя великих гуру. И почему настоящая духовность – это не какие-то там книжки, а простое человеческое «спасибо» или «пожалуйста». Вот смотрите. Первая категория людей – это те, кто начитался эзотерических книжек. И вы их наверняка знаете. Они все время говорят «энергия», «вибрации», «карма» через каждое сказанное слово. Но попросите их объяснить, что такое карма, и они начнут мычать или сопеть в две дырочки про какие-то там прошлые жизни. А на самом деле карма – это просто последствия твоих собственных поступков и действий. Съел шаурму на ночь, утром карма в виде изжоги. Украл у бабушки пенсию, и тебе карма в виде статьи Уголовного кодекса. И все. Все просто. Но нет. Им нужен какой-то тайный смысл. Они сидят в позе лотоса, но при этом не могут наладить отношения со своими собственными родителями. У них третий глаз открыт, а глаза на свою собственную жизнь закрыты. У меня, кстати, вопрос к тебе, дорогой зритель. У тебя есть такие знакомые? Напиши мне вон там, в комментариях, сколько раз они говорили тебе про высокие вибрации, про духовность, когда ты просто попросил их о помощи. Ну или попросил вернуть долги. Вторая категория людей – это те, кто просто все время орет. У них на все есть свое собственное мнение. Они спорят, конфликтуют, доказывают свою собственную правоту. Их чувство собственной важности просто зашкаливает. Даже у малолеток. Никакого уважения к старшим. Раньше, как говорится, по носу могли дать за такое поведение. И это хоть как-то стабилизировало и отрезвляло. А теперь им дают лайки и подписку. И они думают при этом, что они гении. Помните, как в стихотворении «Молчи, скрывайся и таи» и чувства, и мечты свои. Тютчев. Вот это гениально. Но нет. Мы все должны высказаться. Мы все срочно должны выразить кому-то свое собственное мнение, даже если чувак старше тебя лет на 30. И ты такой тут без жизненного опыта пытаешься ему что-то доказать. Каждый считает себя экспертом по всем вопросам во всех сферах жизни. Причем, чем меньше человек знает, тем громче он орет. Это как эффект Даннинга-Крюгера, только в бытовом исполнении. Ой. У меня, кстати, к тебе, зритель, вопрос. Вы когда-нибудь спорили с кем-то, кто явно не прав, но при этом очень уверен в себе? Скажите, как вы с этим справлялись? Напишите мне там в комментариях. И вот самое смешное. Самое смешное – это то, что обе эти группы на самом деле очень похожи. Абсолютно одинаковые люди.
И те, кто строит из себя каких-то там просветленных гуру, и те, кто просто самоутверждается за чужой счет. На самом деле, все они просто боятся реальной жизни. Они не хотят брать на себя никакую ответственность. Им проще говорить о высоких материях, чем идти работать, строить семью, зарабатывать деньги, воспитывать детей, платить ипотеку, в конце концов. Им проще спорить в комментариях, чем признать, что ты, чувак, ничего не знаешь. Потому что настоящая духовность – это не какие-то книжки, а это этика, мораль, закон совести. Это просто быть нормальным человеком. И все, что нужно сделать, это сначала самоопределиться в своей собственной жизни. Кто ты, чего ты хочешь, к чему ты стремишься. Работа, семья, дом, отношения, любовь, друзья. Потом самоутвердиться в социуме. Будь, в конце концов, полезен обществу. Делай что-то полезное. Ну, а же потом творчество, саморазвитие, помощь близким, в конце-то концов. А потом уже кому-то рассказывай про свой жизненный опыт и учи кого-то. Потому что только тогда, когда ты самореализовался в обществе, если тебе интересно, можно лезть в эзотерику, в какое-то там саморазвитие. А до тех пор побудь человеком, чувачок. А то получается, что человек не может удержаться на одной работе больше месяца, но учит другим, как им открывать денежный поток. Ну разве это не смешно? Ведь это просто парадокс. Все эти искатели просветления, духовности просто бегут от жизни, потому что боятся. Боятся боли, разочарований, страданий. А просветление это как раз и есть умение жить с этой болью, с разочарованиями, не убегая от них. В общем, все это смешно и грустно одновременно. А знаете, что самое забавное? Что вся эта погоня за духовностью, за саморазвитием – это просто та же форма эгоизма. Та же самая, что и у обычных людей. Я особенный, я просветленный, я осознанный. А на самом деле просто спит. Это просто еще один способ возвыситься над другими людьми, самоутвердиться. Потому что настоящая духовность, она тихая. Она не кричит о себе. Она проявляется только в том, как ты разговариваешь. Где-то в магазине с кассиршей. Как ты уступаешь место беременной женщине в общественном транспорте? Как относишься к своим родителям, к своим друзьям, к своим близким? Как выполняешь свои обещания? Как ты держишь слово? Как ты живешь, чувак? По совести или нет? И это не какие-то там медитации на рассвете. Если ты потом орешь на жену из-за какой-то там немытой посуды, это просто быть взрослым, ответственным, нормальным, добрым человеком. И смех над собой – это единственная настоящая молитва. Потому что если ты не можешь посмеяться над своей собственной важностью и глупостью, то ты обречен, чувак. Как говорил один древний шаман, не тот мудр, кто много книжек прочитал, а тот, кто матери своей помог и слово сдержал. Это я сам придумал, но звучит. Итак, дорогие мои, давайте подведем итоги. Хватит строить из себя великих гуру и просветленных. Потому что на самом деле мы все просто люди, такие же, как все. И каждый из нас живет свою собственную жизнь. Хватит орать о своей правоте и избранности и всезнайстве. Потому что на самом деле никто ничего не знает. Станьте сначала людьми.
Работайте, любите, растите детей, помогайте своим близким, учитесь прощать, быть милосердным, да и сами время от времени просите прощения. И тогда, возможно, духовность сама вас найдет. А если нет, ну и ладно. Зато вы при этом будете нормальным человеком. А это, кстати, уже подвиг. Как говорится, проснись и смейся. Над собой в первую очередь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые выпуски. И напишите там в комментариях, кто вас бесит в жизни больше всего. Псевдогуру или вечно правые спорщики. Потому что меня лично бесят все. Но я работаю над собой. Иногда. Чего и вам желаю.